Я имею удовольствие представить американского журналиста, бывшего московского корреспондента Financial Times Дэвида Саттера, который также является другом Ичкерии. Многие чеченцы не подозревают, какой большой вклад вы внесли и как важна ваша работа для нас сейчас и в будущем. И сегодня я бы хотел поговорить о вашей вот этой огромной работе, которую вы провели, о расследовании взрывов в 1999 году, в котором погибло 307 граждан России, и которое послужило поводом начала Второй российско-чеченской войны. Дэвид, вы знаете о России и КГБ не понаслышке и понимаете хорошо, на что они способны. Позже, как мы знаем, многие расследователи этого страшного террористического акта 1999 года были убиты. Невероятно сложное и опасное дело. Это было лично вашим делом, вашей инициативой, или это было заданием редакции? Но тогда, когда эти взрывы произошли, я не работал ни в какой редакции. Я, наоборот, я был независимый писатель, я писал книгу о России, и поэтому я сразу же интересовался. Вряд ли какое-то обычное издание бы интересовался в этот, просто потому что такие события, такие преступления, они вне поля понимания обычных американских журналистов. И все, что люди не понимают, они не хотят расследовать. Идея, что собственное государство может просто взрывать своих граждан, чтобы продвигать кандидатуру какой-то ФСБшник, это в глазах американцев настолько фантастически, что это просто трудно представить. Они не знают эту реальность, и все, что они не знают, они инстинктивно избегаешь. Да, совершенно верно. Это просто непостижимо для нормального человека, что на такое возможно. Как-то генерал Калугин сказал: найдите самое гнусное преступление, которому на ваш взгляд нет равных, и узнаете, что КГБ это много раз уже делало. Вы многоопытный расследователь, в этом деле вы очень много потратили сил и времени на это. Что вас больше всего поразило в этом деле, вот именно вот в этих взрывах 1999 года? Ну, я должен сказать, что уже после многолетнего опыта в Советском Союзе и потом в постсоветской России очень мало меня удивляет. Но уровень цинизма в этих взрывах и начало Второй Чеченской войны, конечно, это даже меня немножко шокировало. Хотя я должен сказать, что я не был совсем удивлен. Я знаю, что когда речь идет об их шкурных интересах, они пойдут на любое преступление. И они бы убили еще много людей, если это было им нужно. Поэтому я считаю, что лучше говорить не о самой удивительной, но самое большое разочарование. И это факт, что западный мир так мало внимания к этому уделял, не хочет видеть правду и предпочитает закрыть глаза, начиная с американским правительством, американским журналистам, американскому обществу. Никто не хочет просто принимать
настоящую картину, потому что это правда страшно. Зачем иметь в виду, что лидер самого большого ядерного держава это фактически террорист. Кто хочет об этом думать? И это легче просто избегать этого вопроса. Да, это как раз был мой следующий вопрос, Дэвид. Если признать президента самой большой ядерной страны террористом, который не просто террористом, а террорист против своих же граждан, то, соответственно, надо принимать какие-то действия против этого президента. Это, меняет всю просто структуру мировой безопасности. Но, опять же, возвращаясь, уважаемый Давид, как так, что, почему против такого подробного расследования, такого досконального, практически стопроцентного уже с фактами, почему Америка, в первую очередь Америка, не придала такого резонанса? Чего? Это трусость или это какие-то финансовые интересы? Или же просто наплевать всем? Как это так? Я не знаю, настолько можно сказать по поводу подробного расследования, только несколько единицы с этим занимались. Я один из них, но есть другие. Джон Данлап, например, профессор в институте Гувера, писал недавно хорошую книгу по этому поводу. Но информации достаточно, но надо все-таки стремиться к правде. И без этого стремления правда слишком неудобна для всех, чтобы кто-то сделал усилие это провозгласить и действовать на этой базе. Но когда вы игнорируете правду, когда вы делаете вид, что правда не существует, и что какие-то реальные события не произошли, вы, конечно, искалечите вашу политику, ваше мировоззрение, вы умышленно создаете ситуацию, где вы не можете адекватно понимать ваш мир. Да, но почему? Почему так мир глух? В чем заключается? Вот именно американцы очень много террористов обезвредили, скажем так, очень много плохих парней наказали. И есть механизмы у американцев рычаги есть, чтобы заставить террориста понести ответственность. И кроме на сегодняшний день Америки этого сделать в принципе никто не может. В чем проблема, что так глух мир? Как вы думаете? Все-таки Россия это не Советский Союз, это не сверхдержава, но это все равно очень большое, сильное государство. И я думаю, что мы не можем наказать Россию, как мы наказали Осама бен Ладен. И мы взаимно связаны с Россией в разных ситуациях, в разных мировых кризисах. И немаловажный факт, что много в американской администрации они делали ставку на Ельцин, что Ельцин это символ демократии в России. Это было, конечно, просто типичное американское поверхностное отношение к иностранным политикам, но все-таки люди сделали карьеры. Сейчас, больше и больше есть свидетельства тому,
что именно Ельцин был в этом, не только Путин, но Ельцин тоже был, участвовал в этом заговоре взрывать домов. У нас сейчас запись разговора Ельцина с Биллом Клинтоном 8 сентября, когда он сказал, что это именно Путин будет новый президент, вы должны с ним работать, он прекрасный человек. Как он мог знать, что Путин будет президент, когда его рейтинг был всего 2% тогда? Но 9 сентября взрывали дом на Гурьянова. Поэтому люди, естественно, не хотят докопаться в эту ситуацию частично из-за характеристических соображений, потому что это настолько раскрывает их некомпетентность, что, естественно, это никому не нужно. Особенно, когда русские власти, они умные, они дают какое-то абсурдное объяснение. И люди это глотают, они никакой попытки анализировать, оценить это, и потом идем дальше. Да, это совершенно верно, вы заметили, потому что соблюдается иногда не только, только лишь буква закона, да, отписка как участник событий, да, юридических процессов в России, я знаю, что отписками они мастера. Написать отписочку, и пускай она даже не соответствует близко даже необходимым стандартам, но есть отписка, как говорит Путин, под каждый труп должна быть бумажечка. И как юристы они делают. И вот, знаете, в связи с этим возникает вопрос тоже по поводу Совета Безопасности ООН. У меня состоялся недавно разговор с одним уважаемым человеком, и он затронул эту тему, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. И в нарушение устава она вошла туда, потому что я читал вчера буквально устав, и там не прописано ничего про Российскую Федерацию, везде указано Союз Советских Социалистических Республик. И нет механизма ввода в Совбез ООН нового члена. И правопреемство, на которое ссылается Россия, никоим образом не может служить тому основанием, поскольку правопреемство – это сфера межгосударственных отношений, а Совбез – это надгосударственный орган. И до тех пор, пока Россию не вытурят из Совбеза ООН, никакой демократии на постсоветском пространстве ни в России, ни куда у нее дотягиваются лапы, не будет. Что вы по этому можете сказать? Сделать демократическую Россию можно ли как-нибудь, когда она имеет право вето на тоже взрывы домов, на геноцид в Чечне? Она накладывает вето, сбивает Боинг, накладывает вето и избегает ответственности. Да, это когда Советский Союз распался, Ельцин просто информировал. Тогда я забыл, кто это был, который был генеральный секретарь. Но что Россия будет взять место Советского Союза, и никто не возразил, но фактически это было, естественно, противозаконно. Что касается возможности для России развивать демократично, я думаю, что это возможно, потому что русские, они, в принципе, не отличают от других людей. Но там есть надо начать с правдивой истории, включая историю Второй Чеченской войны и Первой Чеченской войны. И все других преступления, которые были совершены постсоветской России, когда Россия была якобы демократическая.
И уже по поводу коммунистической России, это тоже очень важно, что всю правду. И не только факты, но сущность, смысл событий, как это исходило от идеологии, как это способствовало пренебрежению к индивидуальному человеку. Это все очень важно. Поэтому есть какая-то, как во время перестройки, как и сейчас, есть в России необходимость в перестройке умов с помощью правдивой информации. Я думаю, что если все-таки люди будут знать правду по поводу взрывов, и как Путин стал президентом, и какие преступления были совершены против русских людей, это может немножко толкнуть на серьезном раздумье по поводу политической системы России, ментальность и что делать дальше. Я бы так думал. Но наоборот, я уверен, что если это правда будут просто похоронены, что шансы для демократического развития в России, они очень мало. Да, совершенно полностью просто с вами согласен, Давид. Знаете, в связи с этим возникает вопрос. Вы давно живете в России, очень хорошо говорите по-русски. Я читал про вас, что в 80-м году, в марте, вы сообщили об утечке спор сибирской язвы с военного объекта в Свердловске. Из-за этого вас выслали или же не пускали в СССР. Но тогда это все-таки не смогли они довести и все-таки не решились. И вас пустили в СССР. Но в 2013 году демократическая Россия отказала вам в визе. Как вы считаете, в чем отличие и сходство между режимом КГБ, ФСБ и какой режим из них опасен и более жизнеспособен? Ну, это разница между идеологическим режимом и режимом без идеологии, который обоснуется на просто грабеж грабеж, жадность и жестокость определенного количества людей. Естественно, Советский Союз был очень жизнеспособна, когда она была инертная. Но она не была адаптирована к изменениям. И когда Горбачев начал, особенно когда он начал экспериментировать с идеологией, он подрывал фундамент этой системы. Россия сегодня оперирует на базе коррупции и дезинформации. Надо дать им должное. Они в отношении собственным гражданам сейчас используют значительно меньше насилия, чем они могут использовать. Они предпочитают манипулировать психологически, но эта психологическая манипуляция с помощью дезинформации, я думаю, что это не может сохранить ситуацию вечно. Особенно если внешние факторы начинают дестабилизировать ситуацию. Например, экономический спад или война в Украине или в других местах. Поэтому Советский Союз стал уязвимым, когда руководство старался его реформировать. Я думаю, Россия по сущности своей уязвимая, потому что государство терпит довольно все-таки приличный уровень свободы.
неполный, безусловно, и они могут убить тех, которые пойдут в серьезной оппозиции, но есть определенная доля свободы. Люди путешествуют, они могут общаться с иностранцами. Это не Советский Союз, но одновременно в это свободной ситуации они полагаются на дезинформации, которые, если русские люди будут начать думать, они будут видеть, что это все искусственно. И рано или поздно есть вероятность, что именно так и будет. Да, но чтобы избежать именно этого, вот та свобода, которая есть, она хоть и потихонечку, она ограничивается. Тот же интернет, который сейчас уже переводится на внутренний интернет. Я буквально несколько дней назад читал, что мессенджеры для общения там какие-то должны подтверждать там документами, что вот я такой-то буду сейчас пользоваться WhatsApp, допустим. Но видите, как бы все равно закрутка идет. И как есть такой пропагандист их, такой идеолог Соловей, он говорил, что хоть и насилие сейчас в сегодняшней России меньше, чем в сталинские времена, но результат вот этого воздействия, вот этой пропаганды, он сравним со сталинским результатом. Так что я даже не знаю, что опаснее с этого будет. Плюс насилие, как вы сказали, точно. Я не знаю, как сравнивать, просто потому что... Ну, народ послушен. Послушный, да, ну, послушный в определенном... Там есть много факторов. Прежде всего, Россия теряла империю, поэтому есть эта имперская ностальгия. И любой, который претендует на роль реставратора более величия, он может как-то рассчитывать на поддержку определенной. Но одновременно есть средний класс, это растет, люди имеют связи с Западом, они в сталинском периоде, когда был вера в идеологии, те, которые думали иначе, они правда были единицей. Сейчас в России есть немало таких. И они способны просто иметь отношения с другом друга и за границей. Да, ну да, будем надеяться, конечно, что произойдет необходимое этому. Давайте вернемся вот к нашим взрывам, которые были. Вот что вы могли бы рассказать того, что вот неизвестно общей, широкой публике? Например, я тоже изучал этот вопрос, тоже из открытых источников. Что новое, вот вы сказали, что Ельцин, например, для меня это, вот общаясь с вами, для меня это было такое, вроде логически верно все было, но я об этом не задумывался, это совершенно верно, потому что перед тем, как начались взрывы, Путин был директором ФСБ, он был в 1998 году директором ФСБ, и тогда, видимо, и готовилась вот эта война вторая, российско-чеченская, и взрывы эти. И, соответственно, Ельцин не мог. Или же был полностью под контролем, как когда-то Брежнев, управляем. Ну, расскажите. Но это как мы не знаем точно, но если смотрим, что он делал до и после взрывов, видим, он был весьма активен. Единственный вопрос, если люди считают, иногда говорят, он был алкоголик, он был в ступоре, он ничего не знал, что делают его члены его семьи. Ну, может быть, мы, естественно, как говорят в России, я не стоял со свечкой, но все-таки, если логично, он был все-таки глав государства. Даже если он не знал и не участвовал, он несет ответственность для тех, которые это сделали.
во время его президентства. Но я считаю, что, наверное, он, скорее всего, как минимум дал добро. Да, согласие. Да, ну это логично, как минимум. Это логично. Мгм. С какого момента вы приступили к этому расследованию? С первых же взрывов или когда? Я, например, первое время думал, что это реально взрывают чеченские террористы, Басаев, допустим. Потому что я тоже верил пропаганде. И только в Рязани, когда задержали двоих сотрудников ФСБ, меня осенило. Опять врут. Когда вас это осенило? Когда вы поняли, что все-таки это не Басаев взрывает, а... Ну, я говорил с людьми из разведки. Людьми из Да, я не хочу очень много Мгм. об этом говорить, но и у меня были какие-то контакты. С русской разведкой или с А? американской? Да, сразу же после. И до этого люди сказали мне, что Ельцин, если будет угроза его семьи, он готов взрывать пол Москвы. И там какие-то записки распространились в верхах, где они говорили, что будет и эти предупреждения, что будут провокации, они были немало тогда, до взрывов. И это было слишком удобно, эти взрывы. И как он так поднял рейтинг Путина. Это все очень режиссирован и очень логичен. Только для наших людей, я имею в виду моих американцев, это не логичен, потому что они ни на что не хотят думать. Они просто не жили так долго в России, как вы, и не знают русского. Слишком долго. Слишком долго. Да. Стал подозрительным. Но это тоже, может быть, имеет место. Ну, в принципе, секретов вы своих агентов своих выдавать вы не собираетесь, информаторов. Какие-нибудь секрет какой-нибудь поведать не хотите ли нам, который только вы знаете, или есть у вас в книге уже? Я все сказал в книге, которая существует на русском. Я, между прочим, надеюсь, мы стараемся, я знаю, что люди в России хотят это читать и не могут получить эту книгу. Но мы имеем экземпляры для людей, если можем найти способы доставить к читателям. Все там написано, там никаких секретов. Книга как называется ваша, чтобы для моих зрителей все могли узнать? Как называется? Книга, ваша книга, которую вы... Меньше знаешь, крепче спишь. Меньше. Дорога России к диктатуре и террору под Ельциным и Путиным. Очень интересно. Наверное, на сайте это можно найти в интернете ее, да, заказать эту книгу. Можно отрывки найти, но мы должны, естественно, только на интернет только недавно была моя первая книга «Век безумия» в интернетовской версии. Мы должны над этим работать, но получить через Amazon можно русская версия. Ага, отлично. Или вообще мы стараемся как-то расширять доступ. Если люди в Америке, они могут это через издательство Russia Online. Но там все написано просто. Да. Это очень интересно, конечно же. Я всем рекомендую эту книгу, я обязательно сам ее... Там есть в Париже в магазин Globus.
в Париже, в Глобусе продают. Да. Тех, которые живут в Франции и хотят, там есть экземпляров, там в Глобус, магазин Глобус. Это недалеко от Place de République. Ну, я обязательно у себя в описании укажу, сейчас, как закончим разговор, я уточню у вас, где это все можно приобрести, и себе в описании под видео обязательно размещу, потому что это очень важно, это является ахиллесовой пятой такой путинского режима, так как это начало вот этих всех его злодеяний, которые есть, и оно самое такое. Да, это было только начало, но это был просто и начало с этим. И мы видим, что случилось в Чечне, в других местах. Да, он просто показал, на что он способен. Насколько Ну, они уничтожили пассажирский самолет. Это тоже хороший просто пример, чего мы говорим. вы имеете в виду в Украине то, что произошло? Малайского с Боинга 17, MH17. Да. Там было убито тоже 300 человек. И вы считаете, что это Рязанский Сахар-2 было, да? Потому что... Ну, это в этом русле, конечно. Но там было много чего, Беслан, Норд-Ост. Да, но я имею в виду, по-моему, прокуратура Украины сказала, или СБУ сказала, что взорвали Боинг для того, чтобы обвинить Украину и напасть на Украину. И это как Рязанский Сахар-2. Ну, в этом, да, и чтобы, по крайней мере, там был, конечно, неразбериха частично, мы не все знаем. В случае Рязанского инцидента люди были пойманы. Тех, которые поместили бомбу в подвале, они были пойманы, они были, и бомба была найдена. И поэтому там просто сомнения никакой нет. Но тех, которые стреляли на Боинг, они недоступны нам. Да, поэтому, к сожалению, точно утверждать мы не можем, но схожесть, конечно, Ну, есть. там мы можем много чего утверждать, просто мотивировка может быть спорна. Да. В случае взрыва в домах это было точно, чтобы продвинуть Путина, сделать из этого человека президент России. Что они имели в виду, когда уничтожили малайского Боинга? Это мы можем спекулировать, и у меня есть какие-то соображения, чтобы... И, безусловно, вы правы, что они хотели обвинить Украину. Но, естественно, есть какие-то вещи, которые мы не можем знать в данном этапе. Мы можем... Там могут быть информированная спекуляция. Да, это тоже очень интересная тема, Дэвид. Я бы хотел бы ее с вами в следующий раз тоже обсудить. И хотел бы, чтобы, когда у вас будет возможность, для чеченцев, которые закрылись в своем коконе, вот как бабочка, которая... Мы пережили геноцид, как вы знаете, и мы сейчас находимся в очень тяжелейшем состоянии. Не буду сейчас вам плакаться, рассказывать всю эту ситуацию. И мне важно, чтобы такие люди, как вы, которые занимаетесь поиском истины, поиском права, рискуя жизнью, рискуя огромным риском, вы себя подвергаете, чтобы те чеченцы, которые смотрят, которые разочаровались во всем мире и сидят уже как такие разочарованные люди, донести до них правду. Для этого я приглашаю разных людей к себе на канал, учусь вести интервью, учусь разговаривать с людьми,
и для нас это огромная польза. Вы, бессомненно, уже вписали себя в историю нашего народа золотыми буквами. Это нисколько не принижая, не преувеличивая то, что я говорю. На самом деле это так, потому что многие чеченцы еще не понимают, насколько важно то, что вы делаете. Мы должны были вместе с вами это делать, мы будем вам помогать всячески. Я, по крайней мере, точно во всем, чем смогу. И для меня важно, чтобы, когда вы сможете, вы могли бы уделить время в месяц раз, 2 раза в неделю, 2 недели, ну, когда будет удобно, спишемся и поговорить вот про украинский и вообще другие дела, которые вы занимались. И для нас это было бы очень, и для моих зрителей, для всех ичкерийцев, всех чеченцев было бы очень важно. Ну, хорошо, с удовольствием, просто дать мне знать просто. Окей. Окей. Все, большое. Ладно, хорошо. И по поводу, но не забудь послать мне линк. Да. Да, и плюс по поводу книгу, можно сказать чеченцам и русским, и вообще люди в Париже, по крайней мере, что там есть экземпляры библиотеки Глобус. Окей. Они могут там их купить. И это было бы хорошо. Мы хотим, чтобы больше людей читали. Все факты там. Окей. Это обязательно я сделаю. Я опишу название, поищу, где это есть. И обязательно же, конечно, я это сделаю. Надо привлечь побольше внимания к этому вопросу, потому что это основа основ путинского режима. Вот отсюда он начал свою преступную деятельность. Да, это естественно. Он очень рано показал его настоящее лицо. Благодарю, уважаемый. Всего доброго. Мы будем в контакте. Я жду ссылку, чтобы я могу сказать людям. Я посмотрю, я поставлю на Facebook. Окей, всего доброго. Все, спасибо вам большое, спасибо, что ответили на вопросы. Все, до свидания.